Sony не раз удивляла меня своими продуктами, и в этот раз это не исключение. Совсем недавно компания предоставила вкладыши открытого типа с привлекательным, уникальным, запоминающимся дизайном кружков и компактным боксом. Они способны пропускать внешние звуки, что позволяет вести диалог, не снимая наушники. Чистой воды физический ambient sound. Также они имеют функцию Wide Area Tap, с помощью которой двойным или тройным касанием рядом с ухом, не касаясь самих наушников, можно переключать треки, регулировать громкость, да и не только это. Также они могут похвастаться адаптивной громкостью, функцией Speak to Chat, управлением с помощью голосового ассистента и, разумеется, конечно же, эффект присутствия с функцией 360 Reality Audio. Правда, только в некоторых программах. Так заявляет производитель. Но как на самом деле дела обстоят у наушников под названием Sony LinkBuds WF-L900, сейчас я расскажу и напоминаю, что я их среди вас разыграю. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сейчас, довольно нестандартно для моего канала, вы увидите обзор на девайс, который я без условий, там, количества лайков или еще чего-то буду разыгрывать среди вас. Это будет розыгрыш из разряда: вы подписываетесь на YouTube канал этот, на лайв канал, открываете подписки и подписываетесь на Telegram канал скидок, в котором я, кстати, тоже постю какие-то ролики. В комментарии к этому ролику просто пишите свое имя, и все, я разыгрываю данные наушники. В описании, возможно, я найду, где их купить, но очень сильно вряд ли, потому что те, кто дали мне эти наушники, это Big Geek, особо им спасибо, они не будут их продавать с их слов. У них из выгодного это сейчас яблоко, дешевле, чем у них я не видел, возможно, вы видели, можете мне подсказать. Дешевле, чем на Тмоле, на 1012 в среднем на каждую модель. Это раз. Два, у них есть годовая гарантия на все это дело. И чтобы вы не думали, что у меня какой-то collaboration или еще что-то с ними, в хорошем смысле им, конечно, за это все спасибо, никаких скидок, никаких промокодов от меня не будет. То есть они получают то, что вы о них услышали. Плюс я рассказываю, что у них есть розыгрыш айфона последнего, который 2022. И на этом мы банкет заканчиваем. Чтобы вы не думали, что я на этом как-то взбодрился, я наушники, которые с этого дела получаю, обозреваю и разыгрываю потом. Давайте 30 июля. Опять же, не важно, какое количество лайков будет у ролика, даже 3000 просмотров меня устраивает. Разумеется, Соньки у меня есть все модели всех наушников и все обзоры на них. И какой основной плюс от этого? В первую очередь то, что Sony всегда делают хорошо. Не бывает такого, чтобы они делали плохо. Вот эта вот штука, это в прямом смысле инновация. Такой же дешманский короб, как и, помните, четвертых Sonic затычек. Вот эко, когда ты его открываешь, и он потом разваливается, и человеку придется в пакете все это дело посылать. К чему это все? К тому, что... Ну хорошо, зато упаковано. То, что здесь на 99,9 в периоде при такой структуре нет никакого баса, это я прям уверен. Но я могу ошибаться, потому что Huawei FreeBuds 4 вкладыши полностью уничтожают ваши мысли о том, что и мнение о том, что вкладыши не могут иметь никаких низких частот, средних низких частот. Там все есть, саб-бас есть. То есть, ну вот просто вот. Цвет, блеск, красота. Здесь они уже пошли молодцы по пути, что короб, который прикрывает наушники, в отличие от прошлых ушей, хотя бы имеет структуру. То есть, когда ты их разбираешь, они у тебя остаются. Мы имеем здесь QR-код, разумеется, мы имеем инструкцию, как их засовывать в уши и, разумеется, каким образом их подключать. Следующий момент, что они туда запихали интересного еще. Разумеется, кабель для зарядки USB Type-C, хотя, возможно, у них есть и беспроводная зарядка, и тонна макулатуры. Они же эко-эко. Какая макулатура? Могли бы просто QR-код, да, и это вот все дело в пакетике какой-нибудь или туалетной бумаги, которая потом растворяется от взгляда, послать. Вот просто, когда уши стоят далеко за $100, и все это так упаковывается, как будто они о чем-то беспокоятся. Ну а сколько уходит воды на то, чтобы сделать процессор в эти уши? Ладно, это лирика, и это хорошо, что кто-то думает о экологии. Главное, чтобы это не было маркетингом, как у яблока, да, чтобы зарядочки мы снова покупали. Следующий момент. Тонна просто какой-то документации. Напоминаю, что Sony официально ушло из Российской Федерации, и это как раз одна из причин, почему я не купил их у Sony, потому что Sony здесь больше нет. И если вы будете покупать все это дело, опять же, на том же Авито,
Я, допустим, опасаюсь того, что это уже может быть подделка, потому что китайцы довольно быстро все копируют, и когда я покупаю, допустим, девайсы, опять же, в магазине Sony я покупал, честно, в магазине Samsung я какие-то девайсы покупал, которые у них начиналась старт продаж так же, как и в Китае, а когда их нет официальных, и по большому счету и сравнивать мне не с чем будет. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что гарантия практически минимальная. Ну и плюс, прикиньте, маржа, когда стоимость этих наушников как хорошего смартфона. Что я могу сказать? Кнопочка, все хорошо. Выглядит максимально футуристично, плюс им в карму за все. Почему? Потому что, опять же, помним, что они, как и, опять же, Samsung, которые мне не понравились по звуку с их бобами, они пытаются сделать что-то новое. Что-то новое, интересное, они мне абсолютно, по-моему, не подходят. Хотя, да, я так и думал, что они будут вылетать. Во всяком случае, их надо запихивать так, чтобы заушина вот это попадало тебе в хрящик. И не у всех данная заушина с хрящиком будет сходиться. Но они об этом подумали. Заушин получается целых... Раз, два, три, 4 пары. 4 пары, начиная с размера XS, S, L и XL. То есть здесь мне получается М-ка для левого уха слишком маленькая. Что еще интересного? Разумеется, пространственное аудио, которое вполне возможно они каким-то образом будут банить. Допустим, напоминаю, почему минус сейчас яблочные девайсы. Вы покупаете телефон за 100-150 тысяч рублей и не можете даже Сбербанк установить программку. Когда они отключат еще МРП и еще что-то, это вопрос. И очень много всяких, даже шуровский микрофон, который у меня подключен через их программу, сейчас в App Store не скачать. То есть вы можете купить Шур, который тоже отказался уже официально продаваться в России, но программу скачать под него на Apple девайсы, планшеты или телефоны вы не можете. Уровень дичи, конечно, беспредел, но опять же, это новая реальность. К чему это все? К тому, что Sony, еще раз повторяюсь, не продается в России, к тому, что Sony имеет вот такой вот довольно хлипкий бокс. Все-таки он хлипкий, и люфт у крышки более чем серьезно идет. Норм, пластик хороший, мне нравится, но крышка шатается так, как будто я купил что-то за 1200 рублей, это Lenovo OEM. Что по весу? 33 грамма и 6 десятых у нас бокс, минимальное количество граммов. 3,9 грамма это наушники. Я их поюзаю, расскажу о них вам, а потом среди вас это разыграю. Я думаю, что вы поддержите данное начинание. Если вам оно интересно, то можете каким-то образом поддержать меня в комментариях. В первую очередь тем, что вы подпишетесь на телеграм-канал Скидок и будете ставить там реакции. Особенно на то, что вам интересно. Тогда еще раз сделаю после этого обзора опрос. Если захотите, чтобы я дальше продолжал дружить частично с каким-то ритейлом российским, я буду рассказывать о их каких-то акциях, брать девайсы, обозревать и разыгрывать среди вас. Еще раз, я получаю контент, вы получаете девайс. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе же мой телеграм-канал со скидками и промокодами на Алиэкспрессе. Допустим, вчера я обозревал Realme 9, и он выходил по сейлу 13 900, вот опять же по вчерашнему курсу. Напоминаю, что оплачивать сейчас выгодно через Kiwi, все инструкции есть в Телеграме, а курс у Kiwi на 10 рублей дешевле, чем на Али. Но опять же, это на сегодняшний день. Начнем же. Sony представили две стандартные расцветки. Это белая и серая. Дизайн бокса стандартный и интересный. Изготовлен он из матового переработанного пластика. Качество материалов неплохое. Я бы даже сказал хорошее. А вот сборка лично меня сразу разочаровала, так как разъем USB Type-C оформлен не лучшим образом, и у крышки имеется люфт. Добавок, по ощущениям, механизм открытия крышки ненадежный. Тактильно бокс приятный и не маркий, царапины и потертости за время моего использования не появились. Габариты компактные, 48 на 41 на 30 мм. В кармане бокс не мешается. На корпусе расположили краткую информацию, надпись Sony, разъем USB Type-C, кнопку сопряжения, LED-индикатор и физическую кнопку для открытия крышки. Антискользящей поверхности нет, открыть одной рукой бокс можно, но сделать это довольно сложно. Крышка в открытом состоянии фиксируется, шарнир пластиковый, вдобавок механизм имеет пружину, чтобы крышка самостоятельно не захлопывалась. Хлопок, к слову, звонкий, приятный. Внутри бокса находится два горизонтальных места под наушники с 3 контактами для зарядки
практически в каждом. Маркировка Left и Right и выступы, которые предназначены для фиксации наушников в боксе. Наушники в боксе, исходя из этого, не гуляют, и вытряхнуть их у вас вряд ли получится. Но если их не зафиксировать, то они могут с легкостью вылететь из бокса. Емкость аккумулятора по заявлению производителя должно хватить на дополнительные 12 часов отдельно от заряда наушников, что довольно скромно по современным меркам. Обычно все минимум 24 часа обещают. Полный цикл зарядки занимает целых 2 часа 20 минут, беспроводной зарядки нет, что, как по мне, фейл, так же, как и отсутствие быстрой зарядки. Наушники можно перезарядить от бокса полных 2 раза. Саморазряд у бокса я не наблюдал. Если бы наблюдал, это было бы сверхнеприятно. Переходим к наушникам. Изготовлены вкладыши, будем называть их так, из такого же материала, как и бокс. Дизайн однозначно нестандартный, но насколько он практичен, расскажу я слегка позже. Главное отличие от других вкладышей — это часть наушника, которая выполнена в форме пончика, бублика, кольца или как вам угодно это называть. Сборка у наушников меня порадовала. Габариты скромные, 16 на 27 на 15 мм. Посадка, как по мне, комфортная. Через 15 минут прослушивания музыки появляется ощущение, что в ушах ничего нет. Лично я дискомфорта не ощутил даже при прослушивании музыки около 4 часов. Так же, как и все, кому я давал послушать эти наушники. Из ушей они выпирают минимально. Если потрясти головой, то наушники не вылетят, так как силиконовые фиксаторы надежно удерживают их в ушах. Опять же, эти фиксаторы надо подобрать под себя, под размер. У меня, допустим, одно ухо больше другого получилось по фиксаторам, хотя вроде бы они одинаковые. Но это лирика. Но так как наушники имеют нестандартную форму, они не для каждого подойдут. И это первое, на что стоит обратить внимание при их покупке. Нужно примерять. Из-за открытого типа наушников пользоваться ими в шумном месте не вариант, так как, к примеру, детали композиции, которую прослушиваешь, сложно расслышать. Также дела обстоят при прослушивании аудиокниги. Но использовать их, к примеру, в метро однозначно безопасно и в то же время бесполезно, так как слушать музыку с посторонними шумами, ну такое себе дело. Очень сильно напоминают в этом смысле Hi-Fi Man. Помните наушники открытого типа? Их на канале было аж 3 штуки. Посмотрите обзоры про них. Вот примерно то же самое, только в маленьком варианте. Ну и логично, сцена поменьше. В домашних же условиях пользоваться данной парой, ну, очень удобно. Я бы даже сказал, что они больше предназначены для домашнего использования или в офисе, так как не нужно постоянно снимать наушники при разговоре с кем-то или делать громкость ниже. Далее, на корпусе расположили контакты для зарядки, маркировку Left и Right, надпись Sony, микрофоны, датчики автопаузы, за что отдельный плюс, потому что иногда их нет. Те же SoundPizza 3 Pro, вспомним, которые недавно были. И сенсорную область. Из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, вызова голосового ассистента, регулировка громкости, ура, и ответ сброс вызова. Тройным нажатием также можно вызвать голосового ассистента, который произнесет текущее время и непрочитанные уведомления. Одиночного тапа нет и ложных срабатываний у меня не было. Настроить тапы можно в приложении. Хорошо, что можно повесить плей-паузу, регулировку громкости и переключение треков одновременно, но переключение происходит только к следующему треку, назад никак пока. Чтобы полноценно переключать треки, нужно чем-то пожертвовать, и это не лучшее решение от производителя. Также наушники поддерживают технологию касания к широкой области, что позволяет использовать тапы не только нажатием на сенсорную область, но и в область между щеками и ушами. На самих наушниках у меня нажатия работают не совсем корректно, а вот с использованием касания к широкой области проблем вообще никаких не возникало. Тип наушников открытый, и оснащены они интегрированным процессором V1 и 12-мм кольцевыми динамическими драйверами с неодимовыми магнитами. Диапазон частот стандартный от 20 Гц до 20 кГц, частота дискретизации 44,1 кГц. Заряд наушников в шторке отображается, по одному наушники работают и переподключаются бесшовно. Автоматически подключаются после извлечения из бокса, мультипоинта не завезли. И это фейл, может быть с прошивками добавят, но я так не думаю. Датчики автопаузы срабатывают быстро, анимация при первом подключении у меня на OnePlus была, так как наушники поддерживают функцию Fast Pair от Google. Автоматическое выключение питания на борту, что хорошо сохраняет заряд аккумулятора. В приложении данную функцию можно отключить, что удобно, как и виджет с возможностью переключения эквалайзера и мониторинга заряда аккумуляторов. Также производитель предоставил нам ряд полезных функций, таких как технология DCEE, отвечает за восстановление деталей музыкальных файлов, и о ней мы поговорим далее. Адаптивная регулировка громкости, которая в автоматическом режиме сама подбирает громкость в соответствии с окружающим шумом. Как работает данная функция, мне понравилось, но так как в шумных местах слушать музыку не совсем комфортно с данной парой, то адаптивная регулировка громкости по мне не особо актуальна. Ну хорошо, что есть. Функция Speak to Chat автоматически останавливает музыку, если вы начинаете говорить. Настроить эту функцию можно в приложении. К слову, она имеет 3 режима чувствительности и возможность настроить время до завершения режима. Работает она неплохо и однозначно кому-то будет полезной. Также наушники совместимы с Google Assistant, Alexa и Siri. Функции Shift Pair для легкого подключения к компьютеру на операционной системе
Windows и технологией 360 Reality Audio, которая работает так же, как и в других моделях, то есть в некоторых только программах. Емкость аккумулятора наушника, как и бокса, производитель не указал. Полный цикл зарядки наушников занимает 1 час. Отыграли они по моим тестам по кодеку AAC на 75% громкости с приоритетом качества звука, без применения эквалайзера и без адаптивной громкости, но с включенной функцией DCEE 5 часов 4 минуты. Также по моим тестам 5 минут в боксе дают 1 час прослушивания музыки. Вот такая вот быстрая зарядка. Водонепроницаемость класса IPX4 только у наушников, мелкого дождя они однозначно не боятся. Также я их окунул в проточную воду на 30 секунд, после чего дал им высохнуть. В итоге с ними ничего не произошло, функционал остался рабочим, что радует, и в принципе после этих тестов у меня даже китайские наушники за 1000 рублей не умирали, а эти-то тем более не умрут, но опять же помним, что максимум данные уши не боятся дождя, так как я делать не стоит. Далее, для полноценного использования нужно установить приложение Sony Headphones. Честно говоря, в приложении много различных функций, ориентироваться в приложении довольно сложно. Можно сказать, что черт ногу сломает, если вы первый раз его открыли. На главной странице с подключенными наушниками есть 3 основные вкладки. Это наушники, активность и информация. В основном нас интересует только первая вкладка, и в ней мы имеем заряд аккумуляторов наушников и бокса по отдельности, вдобавок в процентах, и еще и 4 вкладки, такие как статус, где находится плеер, вкладка звук, в которой, разумеется, есть эквалайзер с 10 готовыми пресетами и 2 кастомными, которые можно сохранить. На эквалайзер наушники откликаются очень даже хорошо. Также есть настройка качества подключения Bluetooth, настройка объемного звучания и включение-выключение функций DCEE и Speak to Chat. Во вкладке «Система» есть адаптивное управление громкостью, настройка тапов, включение-выключение касания к широкой области, автоматическое выключение питания, датчики автопаузы, уведомления и голосовой гид. Последняя вкладка — это служба, в которой можно синхронизировать работу наушников с другими приложениями. Обновить прошивку можно, и мне обновление прилетало. На данный момент сказать, что есть ли какие-то изменения, сложно. Bluetooth версии 5.2 не последний, но почти последний. Из кодеков на борту только AAC и SBC, кодеков высокой четкости нет. Через 2 стены не отваливались, и фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube незаметная, в играх задержка заметная, но в целом, если вы не проф, то играть можно спокойно. В тот же Genshin Impact, напоминаю, что у него была коллаба с Poco, и они сделали просто очуменные подачи наушники. По ссылке в правом верхнем углу можете посмотреть. В первую очередь, как аксессуар, тот же чехол для бокса просто нереально супер. Вообще, производители молодцы, они сейчас любыми способами и средствами разгоняют продажи. А все почему? А потому что в Китае почти на 30% просели за первое полугодие продажи смартфонов. Как-то им надо продавать гаджеты. Неважно куда, но важно, чтобы продавать. И наушники в том числе. Примеры вы сейчас услышите на экране. Микрофоны отрабатывают, как по мне, хорошо. Из всех наушников, которые я тестировал за последнее время, эта пара действительно удивила меня микрофонами в хорошем смысле. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов наших любимых Sonic у меня сейчас в студии, где я записываю как раз распаковки. Если вы слышите распаковки, это с микрофона Shure, а сейчас вы слышите эти микрофоны. Я думаю, что с микро у них все в порядке, хотя опять же буду переслушивать. Бокс, на удивление, еще раз повторяюсь, не приятно сделан с этими люфтами, с одной стороны. С другой стороны, вы все равно будете его закрывать. И вопрос, насколько все-таки живучим будет это дело, это открытый вопрос. Плюс, опять же, те, кто покупают Sony, понятно, что это дело будет все равно не про звук при любых раскладах. Да, они могут неплохо звучать, но это не затычки, это не полноразмерные уши, это вот что-то а-ля попытка вкладышей. Для вкладышей неплохо. По внешнему виду, ну, очень интересно, лично для меня. Я думаю, что вы это дело разделяете, если вы досмотрели ролик до примеров микрофонов. Смотрим. И пример работы микрофонов этих волшебных Sonic. Почему волшебных? Потому что я прослушал, что нет перегруза у этих наушников, у микрофонов в помещении. Притом на максимальной громкости. Возможно, YouTube каким-то образом перековеркает, потому что мы помним, что идет перекодировка при рендере. Это когда я буду нарезать видео, точнее Игорь, оператор. А после того, как мы выгрузим этот ролик, YouTube еще будет его перелюбливать. Но после этого великолепного момента вы услышите сейчас, скорее всего,
не шум от этой машины, который я слышу, а что-то более-менее адекватное. Гарантий стопроцентных нет, но пока то, как работали эти микрофоны, это шик, блеск, красота. То есть считайте, что это вкладыши, гарнитура, максимально безопасная штуковина. Почему? Потому что вы же понимаете, что здесь дырки. То есть через эти дырки вы будете слышать окружающий мир полностью. Это даже не вкладыши, то есть тут даже не дырочка пластик, а тут просто дырка. И, наверное, я так прогнозирую, что копипастов вот этого дела будет довольно много. Если самсунговские бобы были физически неудобны, вот к этим резинкам, несмотря на то, что они там, если попрыгать, вылетают, привыкаешь моментально. То есть они вообще не давят. Вот мне конкретно на уши они не давят, я их не ощущаю. И ощущение, что ты ставил в уши обрезанные AirPods, наверное, так можно сказать, что они стали легче, и у них появились дырки. И оттуда может музыка играть, плюс ты с ним, через них можешь разговаривать. Примерно так. Завидую белой завистью тому человеку, кто их играет. Смотрим. Стоковое звучание, как для вкладышей, не самое лучшее, что я встречал. Опять же, вспоминаем Huawei FreeBuds 4, они лучше. Запаса громкости по мне практически нет. Мне, конечно, громкости хватает, но я уверен, что многим не хватит. Каши я не обнаружил. Басы для вкладышей на низком уровне, можно сказать, что они отсутствуют. Понятно, что можно извращаться с эквалайзером, но когда вы приобретете одно, вы потеряете другое. Вы же прекрасно это понимаете. Средние частоты неплохо проработаны, как и высокие. Сцена не широкая, глубины по мне не хватает. Инструментал отыгрывают как для вкладышей хорошо, и вокал меня порадовал, но это не идеально. Звучание, конечно же, приятное, никакого там шума или трещания наушники не издают. Ну и великолепного звука я не обнаружил. Опять же, по моему субъективному мнению, учитывая их стоимость. Ожидание — реальность, правда, когда ты столько платишь. Возвращаясь к технологии DCEE, я разницы не заметил, что с включенной этой функцией, что с выключенной. Надеемся на новые прошивки. Также мне больше импонирует звучание с включенной технологией 360 Reality Audio, и если воспользоваться кастомным эквалайзером, можно добиться звучания под свои предпочтения, конечно же, в рамках разумного. Это же вкладыши. Из минусов: посадка однозначно индивидуальна, многим людям она просто может не подойти. Я не думаю, что многим прям, но я не уверен, что всем подойдет. Тем, кому я давал попробовать, всем подходило. Но гипотетически форма очень странная, поэтому я не могу утверждать, что подойдет всем, как AirPods без накладок, допустим, силиконовых, и многим не подходят. Также не радует отсутствие беспроводной зарядки у бокса, нет антискользящей поверхности у бокса, подача сама по себе и сборка у бокса не фонтан, и помимо вышеперечисленного я выделю еще маленькую автономность и огромную цену. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Напоминаю, что также по ссылке в описании вы можете прочитать про конкурс тех, кто мне предоставил эти наушники, чтобы я для вас их разыграл. Никаких промокодов, повторяюсь, не будет. Будет просто информация, что реально у них яблоки дешевле всех. Во всяком случае, дешевле Авито. Резюмирую. Sony Buds WF L900 однозначно получились как что-то экспериментальное и крутое. Конечно, в них много чего недоработано, и это заметно с первых минут. Но по большей части это не важно, так как в основном нужно отталкиваться от цены. А здесь она мало того, что завышенная, она, в принципе, адаптирована под Японию. Как мы прекрасно знаем, что стоимость этих наушников — это примерно стоимость такси от аэропорта в Токио до центра Токио. И для них эта стоимость не актуально высокая. Для нас она однозначно как половина зарплаты средней. Я приятно удивлен дизайном и компактностью. Лично у меня наушники сели плотно и комфортно. Пользоваться ими дома было удовольствие, да и на улице, в принципе, это такой аксессуар, который ты знаешь, что он брендовый, он крутой, он классно собран, он не умрет, и это Sony. Для коллекции я бы такие хотел иметь, и скорее всего я потом такие куплю. Но после того, как эти разыграю. Подписываемся с колоколом, ставим лайк за труды, не забываем участвовать в конкурсе. Надеюсь, что вас будет много, и 30 июля я разыграю вне зависимости от количества просмотров, лайков или всего остального. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.